Всем привет! И сегодня я опять приготовила для вас целых два мастер-класса. Скорее смотрим! Гнездо из сизаля. Для работы нам понадобится круглая форма для выпечки. У меня диаметром 21,5 см. Полотно сизаля у меня зеленого и натурального цвета. Термоклей и ножницы. Как вы уже поняли, форма для выпечки будет служить основой для нашего будущего гнезда. Также основу можно самостоятельно сформировать из фольги, только делать ее нужно в несколько слоев, чтобы она хорошо держала форму и не деформировалась. Так как сизаля натурального цвета у меня было совсем немного и на все гнездо его бы не хватило, то сначала я начала работать с сизалем зеленого цвета. Вы же можете сделать все гнездо однотонным, причем не обязательно натурального цвета. Оно может быть как желтым, так и коричневым и даже розовым. Удобнее всего работать поэтапно. Сначала небольшими кусочками сизаля наращиваем объем, а затем приклеиваем круг большего диаметра, чем гнездо, и обрезаем все лишнее. Такой способ еще и более экономный, так как все обрезки идут в дело. Эти действия нужно повторять до тех пор, пока не добьетесь желаемой формы и не скроете всю форму для выпечки. Лучше использовать в работе более плотный сизаль, так как рыхлого понадобится намного больше, да и клеить его термоклеем не очень удобно. Кстати, обратите внимание, что термоклей я наношу точечно. Волокна сизаля хорошо скрепляются между собой и так, но фиксация все равно необходима, особенно для торчащих в разные стороны уголков. По желанию готовое гнездо можно задекорировать. Я, например, украсила искусственными веточками вербы. Такой декор способен не только украсить пасхальный стол, но и вместить до 2 десятков яиц.
Цыпленок из пряжи. Для работы нам понадобится плюшевая пряжа желтого или лимонного цвета, фольга, термоклей, ножницы и проволока. Если вы не найдете такую пряжу, как у меня, которая разбирается на волокна, то можно просто мелко нарезать ножницами любую другую. Пряжи уходит совсем немного, то есть из одного такого мотка можно сделать примерно 15-20 цыплят. Из фольги формируем голову и тельце нашего будущего птенца. Но учтите, что он увеличится в объеме, поэтому заготовка должна быть чуть меньше желаемого размера цыпленка. Скрепляем голову с телом при помощи зубочистки и термоклея. Чтобы пряжа хорошо держалась на основе, обтягиваем заготовку чулками или колготками. Стягиваем их в районе шеи и завязываем на брюшке. Отрезаем все лишнее и фиксируем термоклеем. Теперь переходим к оперению птенца. Наносим небольшое количество термоклея, прижимаем к нему горсть пряжи, ждем несколько секунд, чтобы клей не обжег пальцы, и вминаем пряжу, чтобы она как следует приклеилась и разровнялась. Убираем все лишнее и таким образом постепенно покрываем пряжей всего цыпленка. Так как одного слоя для равномерного покрытия недостаточно, проделаем все то же самое со вторым слоем. Только теперь можно не просто ровно покрывать всего цыпленка пушком, а дополнительно наращивать нужный объем, формировать щечки и наращивать хвостик. Чтобы цыпленок стал еще пушистее, его можно причесать пуходеркой. Аккуратно, чтобы не обжечься, формируем крылышки, приклеиваем их по бокам и не забываем наращивать объем. Цыпленок почти готов, и ему осталось сделать лапки, клювик и глазки. Из тонкой проволоки скручиваем каркас лапок и покрываем его со всех сторон термоклеем.
Кстати, клюв и глазки можно сделать по такому же принципу. Но почему-то это пришло мне в голову тогда, когда цыплята уже были готовы. Я вырезала клюв из пробки, а для глаз использовала бусины. Еще раз хорошенько причесываем цыпленка, подстригаем торчащий пушок, подкрашиваем лапки, глазки, клюв, и наш птенчик готов. Цыплята получаются очень милые и нежные. Их так приятно держать в руках, что мой ребенок с ними почти не расстается. И они стали отличным дополнением к гнездышку с яйцами. Пасхальный декор готов, и если это видео вам понравилось, не забываем ставить лайки, подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить ничего интересного. С вами была я, Евгения Ващенко, и наш канал Семейный Handmade. Всем весеннего настроения и до скорой встречи! Пока-пока!